Привет, меня зовут Ярослав, и я живу во Вьетнаме со своей женой. Если вы следите за моим каналом, то уже знаете, что моя жизнь кардинально изменилась год назад. В одном из прошлых видео я впервые рассказал и признался о том, что мне пришлось бежать из Украины, где государство творит беспредел и нарушает базовые права человека. Ссылка на это видео будет в описании под этим роликом. Я ожидал волну критики, хейта, негатива, но комментарии меня приятно удивили. Большинство были полны поддержки и понимания. Ваша позитивная реакция вдохновила меня, и я решил создать еще одно видео. Вот что я сделал. Я написал по памяти историю, озвучил ее и соединил с документальными кадрами моего 12-дневного похода на свободу по горам, который состоялся год назад, осенью 2024 года. Тот маршрут был протяженностью около 100 километров. Помню, нам крупно повезло, тогда на запад страны пришел теплый циклон, и погода в основном была благосклонна, но горы никогда не прощают ошибок. А теперь давайте вернемся в то время. Конец осени, украинские Карпаты. Но сначала слегка затронем период, который предшествовал началу похода. Я сидел дома, работал удаленно дизайнером и поначалу чувствовал себя в безопасности. Многие мои друзья уехали раньше, когда это было и проще, и дешевле. Я же дотянул до того момента, когда это стало сложно и дорого. Прошлой зимой мне случайно попалось видео, как парни уходят из страны прямо через горы, сквозь снег. Я был потрясен, я не знал, что такое возможно. И с того дня эта мысль не давала мне покоя. Я понимал, что должен уйти, что не могу провести еще одну зиму в стране, когда прилеты ракет будят тебя в 2 часа ночи, и сердце уходит в пятки, а на улице тебя ловят, чтобы отправить на мясо. Но было страшно, я даже пытался откосить от этого пути, когда появилась возможность оформить инвалидность, ссылаясь на старую травму. Я сказал парням, с которыми собирался идти первый раз, что остаюсь. Но мне отказали в инвалидности, а через пару недель те ребята прислали мне сообщение, что они вышли. Я чувствовал себя полным неудачником и завидовал им. Тогда была середина осени, уже начинало холодать, и я понимал, либо сейчас, либо ждать до полгода, до весны, но ждать я не мог. Я снова зашел в чат и написал, что ищу напарника. Мне ответил мой будущий коллега, мы поговорили, его опыт в горах и его спокойный настрой убедили меня, что он мне подходит, и на следующий день я сказал: «Все, двигаем». Наш путь к горам был полон паранойи. Ночью, чтобы избежать проверок, мы сели на поезд в крупном городе и определенным образом приехали в предгорье. Сразу заметили, что фонари выключаются ровно в 12 ночи на той улице, где мы заселились в Колыбу, чтобы переночевать. И решили, что отлично можем выходить в это время. Так и сделали. В полночь мы включили красные фонари и вышли. Рюкзак у меня весил 23 килограмма, а у моего коллеги 26. Я надел его и сразу подумал, что за черт, я с этим никуда не дойду. Промелькнула мысль, что на этом путешествие и закончится. Мы прошли всего 300 метров по размытой грязной дороге. Шли на минимальном красном свете, чтобы нас никто не заметил. Из-за этого идти было тяжело, приходилось обходить лужи и грязь. В один момент мы решили, хватит. Свернули с тропы метров на 70, нашли неровное место на склоне и заночевали. На этой первой стоянке мы сразу решили облегчиться. Оставили 2 тяжелые окопные свечи и термокружку, которая плохо держала тепло. Свечи, конечно, могли бы пригодиться, чтобы что-то сушить, но тащить лишнее 8 дней мы решили, что обойдемся. На следующий день, проснувшись уже днем, мы немного прошли, и тут нас настиг дождь. Мы использовали пончо и тут же встретили на тропе людей, туристы или местные, мы не знали. Я вспомнил все советы, что не палиться от местных. Но как тут не спалиться? Мы сошли с тропы и спрятались. Поняли, что по сути до Большого хребта можно было спокойно идти по туристическим тропам, как нам и советовали. Но этот первый страх, что из-за каждого куста выскочит патрульный, взял вверх. Мы решили идти не по тропе, а по хащам. И тут я впервые офигел. Мы наткнулись на такой бурелом, что он был в 2-3 яруса, и чтобы преодолеть 10 метров, нужно было потратить 10 минут. Это было нереально. Систему не обманешь, пробормотал я.
Мы повернули, нашли параллельную заброшенную тропинку, по ней прошли около километра и снова заночевали. Мой коллега посчитал, что если мы будем идти таким темпом, то до следующей ключевой точки нам идти еще 2 дня. На второй полноценный день мы дошли до следующих высот. Это были первые очень крутые подъемы по туристическим тропам. На тропе мы увидели надпись «Ухилянты». Эти подъемы были просто проверкой нашего кардио, но по сравнению с тем, что нас ждало впереди, это была разминка. Погода была шикарная. Солнышко, тепло, никакого ветра. Настоящий подарок судьбы. Я шел в одной термухе и флиске. Но тут начались траблы. Во-первых, напарник заболел еще перед выходом. У него была температура, насморк, но, к счастью, через пару дней, усиленно принимая таблетки, пошел на поправку. Но главная проблема – он отравился сублиматами. Он заказывал специальную еду для похода, попросил не класть туда чеснок, от которого ему плохо. Но когда начал есть, у него начались такие сильные спазмы в животе, что от нагрузки рюкзака его просто трясло. Он понял, что дальше в таком состоянии идти не сможет. Мы решили сделать дневку, целый день провести на одном месте. Это было невероятно. Погода была отличная, мы сушили вещи, стирались, пили чай. Напарник пришел в себя, но понял, что нужно менять рацион. На следующий вечер, когда мы собрались снова, услышали, как гудит сильный ветер на хребте. Это было хорошо, потому что тогда дронам сложно летать. Мы оделись потеплее, но как только вышли, ветер стих. Мы обошли склоны, вышли на тропу и тут же увидели свет. Сначала мы подумали, что это прожектор от дома освещает тропу, но потом заметили, что свет движется, а это был дрон. Мы поняли, что тропа простреливается насквозь. Мы решили рискнуть и срезать. Это было авантюрное и поспешное решение. Я пошел первым и завел нас в такие хащи из альпийской сосны, что мы едва выбрались. Мы убили за эти 100 метров 2 часа, потратив все силы, и поняли, что потерпели фиаско, и что нам придется ждать еще 1 ночь. Мы вернулись почти на то же место. Очередной день отдыха, и мы решили, что пойдем траверсом в следующий раз, полностью в обход, по малозаметным тропкам, которые нашел мой напарник. Вечером около 9 мой партнер услышал, как снова поднялся сильный ветер и разбудил меня. «Все, это наш звездный час, надо идти», — сказал он. Мы быстро собрались и вышли. Это была магическая ночь. Мы полностью выключили фонарики, надели кошки, и это гениальное изобретение. Без них по льду и сыпухи мы просто бы не прошли. Когда мы поднимались, мы смотрели на нашу галявину, где разбивали палатку. Туда прилетел дрон и начал светить прямо туда, где мы только что стояли. Я смотрю вбок, а там еще 2 дрона, которые квадратами прочесывают территорию и двигаются в нашу сторону. Мы шли 2-3 часа, пока добрались до горы. Все это время дрон летал над нашей стоянкой, и это было похоже на кино. Мы на горе в полной темноте, а внизу фонарики, которые ищут нас. Мы двигались в режиме погони. Я шел за напарником, который каким-то чудом находил тропы в темноте. Когда мы поднялись, я увидел здание, иллюминация, как рождественская елка, и силуэт человека, который, очевидно, запускал дроны. И тут уже на самой вершине, когда мы решили снять кошки, напарник отвлекся, и когда впоследствии снова полез в рюкзак, понял, кошка у него одна. Вторая осталась там, внизу на горе. Это подношение к горе, подумал он. Мы продолжили путь через хребет. Это была самая запоминающаяся, самая волшебная ночь в горах. Мы спустились с высокогорного хребта, где видели беспилотник, и нам нужно было как можно быстрее уйти. Мы нашли место для ночлега, которое нам скинул наш товарищ, укромный уголок подальше от тропы. Там мы и залегли, решив отоспаться хотя бы до рассвета. Ночью я проснулся от дикого напряжения. Я слышал, как постоянно ревут мотоциклы, громкие, внедорожные, как будто кто-то гонял по окрестным склонам. Повсюду валялись бутылки из-под алкоголя, что говорило о присутствии людей. А потом часов в 11 ночи я услышал, как один из этих эндуриков проехал совсем близко, буквально в нескольких метрах. Я замер, думая, все, нас спалили. Это ощущалось как компьютерная игра. Мы прошли уровень дрона, и вот появились эндурики. Мы решили не оставаться здесь до утра. Наш график стал жестче. Вставать в 4:30 утра, пока еще полная темень.
и идти пока не стемнеет окончательно, чтобы максимально использовать световой день. Вот туда мы идем. А вот оттуда. Тут мы ночевали. Везде лежит куча деревьев поваленных. Сонце гріється, радується. Обожаю тебе, відпустка. Следующей нашей целью была высокая точка, с которой нам предстояло спуститься к очередной реке, чтобы ее пересечь. На следующий день во время резкого спуска мы увидели двухместную палатку внизу с вещами рядом. Мы не стали подходить, не хотели тревожить тех, кто там прятался. Мы просто прошли мимо, чтобы не создавать никому лишних проблем. Когда мы траверсировали склон, я заметил на земле блестящую 2-литровую бутылку и сказал напарнику: «Глянь, какая классная тара». Он как раз потерял свою днем ранее. Я поднял глаза и в ту же секунду увидел 2 фигуры в полном камуфляже прямо перед нами. Они сливались с ландшафтом так, что их невозможно было заметить. Мы поздоровались, они махнули рукой. «Что, грибы ищете?» – спросили они. «Да, грибы ищем», – ответил я. Они спустились. Это были 2 парня в военной форме. Один из них молодой, с изрезанным осколками лицом, сказал, что он получил ранение в боях, и его отправили лечиться. Но он решил, что с него хватит. Он взял напарника, и они вдвоем с минимальным, почти школьными рюкзаками решили уходить. Они шли уже больше суток и сказали, что у нас все закончилось, и если у нас что-то поесть. Напарник достал из рюкзака 2 пакета с сублиматами и отдал им. Они обрадовались. «О, это еще на сутки нам хватит. Нам еще 3 дня идти». Они шли совершенно другим, более рискованным путем. Там пепел внутри. Это соль, скорее всего, для оленей. Для оленей? Ух ты. И соль же ж насыпают. Ничего себе. Вот Прикольно. такая земляничка. И что, они соль любят? Конечно, и за соль готовят соль. Не карабкается. Ничего себе. Все любят соль, как Я не знал. Куда, по их словам, не дотягивались фотоловушки. Мы посидели, поговорили с полчаса, пожелали друг другу удачи и разошлись разными путями. После этой встречи мы продолжили движение. При переходе через ручей, который спускался с гор, я замешкался, поспешил и, упав в ледяную воду, промочил ноги по колено. Это был очень неприятный инцидент, но мы быстро поднялись на склон, чтобы найти место для ночлега. Когда мы залегли, нам показалось, что внизу далеко-далеко светят фонарики. Я был убежден, что это патрули. Мы сидели, напрягаясь от каждого блика. Нам тогда казалось, что наше зрение стало острым, как у кошек, и даже малейший свет казался прожектором. Уже потом я понял, что это было отражение луны от снега или воды, но в тот момент это было мощнейшим приступом паранойи. Наш путь теперь лежал к следующей реке, и мы знали, что именно там нас ждет самое серьезное испытание. Нам нужно было спуститься к ней, но мы знали о патрулях, о собаках, о том, что здесь работают дроны. Ночью на краю леса, с которого был виден спуск, мы услышали и увидели мигалки и дроны. Мы решили пойти обходным путем, к далекому повороту реки, где лес подходил ближе всего к воде. Мы видели следы других людей по пути, заныканные вещи, выброшенные рюкзаки. Мы вышли на небольшую поляну и хотели передохнуть, но мой товарищ сказал: «Нет, здесь слишком открыто, давай сразу в лес». Мы прошли 20 метров, пересекли лесовозную дорогу и спрятались чаще. В ту же секунду я услышал, как внизу на речной дороге завелся мотоцикл. Он набрал скорость и с громким ревом свернул прямо на нашу лесовозную дорогу, уходящую круто вверх. Мы мгновенно упали, скинув рюкзаки, вжимая в сырую землю. До лесовозной дороги, по которой тарахтел мотоцикл, было всего 10-20 метров. Мы замерли. Это был патрульный. Он ехал на мотоцикле как раз посмотреть на ту поляну, где мы только что были, там, где пасут скот. Вот почему нам было нельзя там оставаться. Мы успели уйти буквально за минуту. Вдруг мотоцикл заглох. Тишина. И тут же паника. Сейчас он заглушит мотор и пойдет искать нас пешком.
Я вспомнил, что совсем рядом мы видели кормушку для оленей с солью и подумал, что если там стоит фотоловушка, какая-нибудь простая, на карточке памяти, но все равно, он мог нас увидеть. К счастью, он завел свою тарахтелку и поехал обратно вниз. Стресс был дикий, но все обошлось. Мы дождались, пока наступит полная темнота, а потом решили не тянуть. Мы должны были пересечь реку. До этого мы сидели 2 часа и слушали тишину. Патрульный проехал только раз, и больше никого не было. Переход реки был гладким, но только благодаря специальным резиновым бахилам. Мы заранее подготовили их, чтобы натянуть прямо на ботинки. Мы поднялись вверх, нашли ровное место и заночевали. Страшное препятствие было пройдено. Мы были невероятно рады, что выбрали именно этот маршрут в обход, где лес подходил к самой воде. Ты выходишь из чащи, пересекаешь реку и снова ныряешь в лес. Это было безопасно и эффективно. Дальше наш путь пролегал по лесным дорогам. Нам нужно было сделать еще один обход, чтобы срезать путь. Мы пошли в обход крутого подъема и вышли на очень живописное место, откуда открывался вид на весь горный хребет. Як ураження? Путник. Мне очень нравится. Мы приехали с ребятами по горам походить. Вот, пригласили меня, говорят, нормально, где-то на 9 дней, на 10 пойдем в Румынию, сходим. Вот, типа Freedom Trip компания называется. Ну, нормально, но идем, правда, по ебеням жестким. Но говорят, что в этом весь и цимус. Дякую за ваш коментарій. Ми прийшли он звідси. І отак. Там после очередного невероятного крутого подъема, когда мы уже еле-еле нашли место для стоянки, мы начали располагаться. Вдруг мой товарищ говорит: «Я кого-то вижу». Я выглянул и увидел 2 парней в маск-халатах, хорошо замаскированных. Они окликнули нас: «Вы туристы? Лесники?» Мы ответили, что грибники. В общем, мы поняли друг друга. Они тоже шли к границе и разбили палатку рядом. Мы разговорились, они рассказали, что шли более коротким маршрутом. Впоследствии, когда мы встретились еще раз, уже в Румынии, мы узнали, что они вышли на день быстрее, но их спалили патрульные прямо в момент, когда они пересекали заграждение из колючей проволоки. «Стой, стрелять буду!» — крикнул один патрульный. Они опешили, но быстро сообразили, что он был один. «Мы смотрим, а у него ничего нет», — рассказывали они. Стоял сильный туман. Ребята решили: «Да пошел ты!» и сягнули через забор. Они слышали, как патрульный растерянно что-то кричал в рацию, пока они убегали в туман. К тому моменту прошло уже 10 дней похода. Погода стояла хорошая, и мы на радостях решили максимально облегчиться. Мы оставили часть нашей медицины, запасные газовые баллоны, горелку. Я избавился от своих ходовых бахил, которые защищают ноги по колено от росы и влаги. И это была ошибка. На следующий же день выпал снег. Не то чтобы много, но достаточно, чтобы сделать подъем в гору мокрым и неприятным. Ночью выпало немножко снега. Вот там вот мы спали, где сухо. Палатку собрали уже. Вот, теперь нам вон туда, вверх. Там это обрыв метров 70. Ну, очень резкий спуск. Вот, и мы идем по вот такому вот рельефу. И с правой стороны тоже такой обрыв. Мы начали пробираться сквозь молодой еловый лес, где ветки ели были припорошены снегом. Снег падал за шиворот, таял, и скоро вся одежда стала влажной. Куртки, перчатки, ботинки. А потом ударил небольшой мороз. Во время ночевок коврик напарника начал сдуваться, и ему приходилось просыпаться каждые полчаса, чтобы его поддуть. А главное, ботинки за ночь превращались в лед. Утром их невозможно было надеть. Ночью от холода спасали химические грелки. И тут дала о себе знать нехватка еды. Из-за незапланированной задержки у нас почти не осталось запасов. Моему партнеру стало очень плохо от сублиматов, живот не выдерживал.
Следующая ночь, которая, как мы думали, станет последней перед границей, оказалась невыносимо тяжелой. На самом деле нам пришлось ночевать еще раз. Мы прошли всего 4,5 километра. Маршрут, по которому мы пытались идти, был просто нереальным. Мы начали импровизировать, но попали на подъем, который казался почти вертикальным – 60-70 градусов. Снег, мокрая земля, 2-3 сантиметра опавших листьев и сверху 2-3 сантиметра снега. Все это сыпалось и катилось вниз. У напарника была всего одна кошка на ботинке, и поэтому было невероятно сложно карабкаться вверх. Градусов 60. Такой вот подъем. Реальный. Но тут еще хорошо. Ниже было намного сложнее, потому что без кочек 2-3 сантиметра листьев, потом 2-3 сантиметра снега, под низом мокрая земля влажная. Вот. И туман спускается потихоньку. И +3, +4 где-то. Елки хлещут по лицу мокрым снегом и насыпают за шиворот. Такие дела. Продираемся. Иногда рачки. Было так сложно, что у меня в один момент случился приступ отчаяния. Мы карабкались вверх по этой густой заснеженной растительности, и подъем в 300 метров казался просто невозможным. Назад дороги не было, а подняться наверх казалось нереальным. Нужно было включить морально-волевые. Я пошел первым, пробивая путь, выискивая тропы, обходя поваленные бревна. Мы поняли, что сегодня до границы мы не дойдем. Нам требовались еще 2 дня, а не один, как мы рассчитывали. Мы продолжали движение по заснеженным ельникам и крутым склонам. Мы поставили палатку на таком крутом склоне, что в ней могли только сидеть, а ноги висели, как в шезлонге. Спуститься ниже нам не хотелось. Мы доели то, что было, вздремнули и стартанули штурмовать границу ночью. Мы не хотели рисковать. И осторожно, в режиме ниндзя, подошли на 300 метров к линии границы. Мы прислушивались к каждому шороху. Мы подобрались к границе и увидели ягозу. Это был магический момент, который я запомню навсегда. На еловой ветке была натянута одна линия этой колючей проволоки. Белый пушистый снег, тишина ночи и моток проволоки. Это вызывало мурашки. Я увидел, что в одном месте она слегка прижата. Кто-то уже проходил. Я ступил одной ногой на этот моток и переступил его. Это было невероятно просто, учитывая все, что мы пережили. Потом был пограничный столбик. Я его похлопал, помню. «Давай», говорю, «пока». Сразу за ягозой снега было гораздо больше. Как будто мы перешли из припорошенной осени прямо в настоящую зиму. Уклон был очень сильный, мы шли быстро, но осторожно, без фонариков. Напарник в одной кошке на скользком склоне раза 3-4 летел вниз на заднице с рюкзаком. Это был самый длинный и самый эмоциональный спуск в моей жизни, который длился, казалось, вечность. Мы знали, что все получилось, мы вышли. Мы пересекли эту чертову полосу, измотанные, мокрые, но целые. Это было облегчение, которое невозможно описать. Мы просто легли на землю и смеялись. Все закончилось. В Румынии мы прошли немного, нашли укромное место и распалили огромное огнище. Мы сушили вещи, сидели, наверное, 4-5 часов, пили чай и радовались. Даже зажгли фаер от медведя, как праздничный фейерверк. Утром пошли по дороге. Нас быстро встретил мужик на джипе. Он сказал, что позвонит пограничникам, и они нас заберут. Мы спросили, а сколько до магазина? Жрать охота. Медведь! Рятуйте! Он сказал 6 километров. Мы решили идти. Через 3 километра нас догнал местный житель с сыном. Мы спросили, не подвезет ли он нас до магазина. Он согласился, но проехав немного, мы встретили машину полиции де Фронтьера. Это пограничная полиция Румынии. Нас привезли в участок, где мы заполнили бумаги. Помогите! Спасите! Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы на свободе. Ура!
У нас все получилось. И там в участке мы встретили тех парней, которых видели на склоне. Они вышли на сутки раньше. В итоге мы провели в пути 12 дней. 3 дня были лишними из-за обходов и задержек. Мы перенесли все трудности, и самое главное, мы вышли. Мы сегодня перешли 2 часа ночи. Сейчас уже в Румынии. Ночью, когда было темно, вот с дороги, вот дорога тут. Свернули здесь такое, как бы, местечко ровненькое. Натаскали дров, запалили костер, сидели возле костра. Сушим вещи, тут носки, там перчатки, ботинки. Все мокрое, влажное. Сейчас уже посветлело. Вот. После этого я немного прожил в Бухаресте и потом в Болгарии, откуда с Ирой, моей женой, мы полетели жить в Египет. На канале уже есть ролики про жизнь во Вьетнаме, и в следующем ролике мы начнем рассказывать про нашу жизнь в Египте. Подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующие ролики и узнать все детали нашей жизни в Египте. Ваш лайк – лучшая благодарность за видео. До встречи, пока.